Всем привет! Вы находитесь на канале о ставках на спорт, и сейчас вот какую неделю уже продолжается рост моего канала и в Ютубе, и в Телеграме. Приходит много новых людей, много новых подписчиков, которые недоумевают, совершают какие-то ошибки, и я хотел бы поговорить об этих ошибках, о которых все время думаю и хочу записать видео, вот наконец-то решил это сделать и подробно обсудить. Многие, кто попадают на мой телеграм-канал, видят эти ставки, часто берут какие-нибудь события с коэффициентом меньше, чем даю я. Ну, тотал, допустим, какой-нибудь в волейболе я даю 42,5 меньше за 7, люди берут 44,5 меньше за 3. Он, да, может зайти, но люди, как на дистанции, не будут в плюсе из-за этого. То есть важно брать именно так, как я говорю. И я хотел бы это в отдельную тему вынести. Это называется, на мой взгляд, иллюзия больших шансов. То есть когда я даю вам ставку с большим коэффициентом, вы почему-то боитесь ставить на эти большие коэффициенты. Многие, кто вообще изучают мои видео, пытаются учиться, особенно те, кто никогда в жизни не ставил на большие коэффициенты, начинают почему-то думать, что если коэффициент огромный, то это значит, что шансов у этой ставки априори мало. Это неправильное мышление, это ваши стереотипы, которые у вас в голове, вам нужно от них избавиться. Если вы от них не избавитесь, то вам будет очень сложно, потому что ставить надо одинаковые суммы на все ставки. Если вы будете ставить на коэффициент, допустим, 30, 10 рублей, а на коэффициент 1500 рублей, то вы никогда не начнете выигрывать на дистанции, потому что, на мой взгляд, вам нужно подойти. Конечно, это немного такая убогая философия в плане того, что, конечно, она не имеет ничего общего с реальностью, но просто воспринимайте ставки так, что у вас всегда шансы 50 на 50. Ну, 50% вот, что вы выиграете, 50% что вы проиграете. По-другому не может быть. Да, это как бы не совсем математически, но вам, может быть, от этого станет полегче, потому что коэффициент 5, особенно на тотал больше какой-нибудь, он не особо сильно отличается от коэффициента 1,9. Вы вообще часто видите в баскетболе, чтобы, вот, допустим, тотал 35,5 больше дают за 1,9 на четверть, чтобы его пробивали в 1 очко. Да, такого почти никогда не бывает, чтобы ровно там 36 было. Почти всегда будет что-то в районе там 40, 42. А для того, чтобы зашел коэффициент 5 на баскетболе при 1,9 на 35,5, нам надо 42,5 больше, то есть 43 очка. И здесь уже вам нужно подумать просто, эта ставка один раз из 5, она пройдет, наберут они 43 эти очка или не наберут. Я думаю, что так вам начнет как-то полегче быть, ориентироваться в этих ставках. И вот когда есть какой-нибудь волейбол, на который люди почему-то боятся запихивать на большие коэффициенты, хотя шансы, ну, между счетом 25-15 и счетом 25-17 разницы практически никакой. То есть, да, это 2 очка запаса, но по факту эти 2 очка, ну, они очень редко решают. Да, да, бывает в притирочку, когда заходит ставка, ну, прям чтобы они решали так часто, чтобы вы переплачивали, грубо говоря, с этого коэффициента 4, ну, то есть коэффициент 7 на тотал меньше 42,5, а коэффициент 3 на 40, там, 4,5. Ну, как вот разница в коэффициенте 4 балла, она не будет так часто решать, чтобы переплачивать за это. Важно ставить именно вот на эти коэффициенты. Именно ориентироваться на максимальные, на минимальные. Нужно попадать именно в них. Не нужно брать что-то поменьше или что-то побольше, там, с подстраховочкой. Это не работает. На дистанции, если вы будете вот так вот брать эту подстраховку, вы будете проигрывать. Потому что это работает только за счет того, что примерно шансы будут процентов в 20. Если у вас, допустим, вы выбираете, вам нужно же еще выбирать ставки грамотно. То есть в волейболе надо попадать там, в 20% примерно при коэффициенте 7. В баскетболе при коэффициенте 5 надо попадать уже в 30% для того, чтобы плюсовать прям хорошо. И вам нужно это прям вот нужно понимать еще, как это подобрать. Я, конечно, много что рассказывать не буду. Ну вот хотел добавить про волейбол, что
в волейболе, почему мы вообще ставим тотал меньше, и почему нам подходят только бомжатские лиги всякие, типа Уругвай, там Дивизион F, который у них вот ночью, вот недавно мы на выходных затащили, когда коэффициент там 22 несколько раз, и близок был там к 50, сегодня у нас баскетбол зашел, там с коэффициентом 11,3, и то только из-за того, что в 1x было ограничение на этот матч, поэтому 11,3 коэффициент, потому что когда у них ограничения на некоторые матчи, у них 11,3 коэффициент максимум, я думаю, там около 20 был бы. Или вчера мы затащили коэффициент 26 на баскетболе, на гонке. Вот что важного именно в волейболе, я про волейбол хотел сказать, просто тут сослался на наши большие успехи вчера, вы их можете, те, кто первый раз смотрит мои видео, посмотреть в телеграм-канале, там все есть, все ставки, ничего не изменено, есть скриншоты подписчиков, которые оставляли их в комментариях, кто что выиграл. Я, в принципе, веду канал так, что ничего не удаляю, никакие прогнозы, естественно, все чисто, денег никаких не получаю за то, что прогнозы свои выдаю, только донаты, которые кто-то хочет присылать, тот присылает, кто не хочет, тот не присылает. Так вот, суть волейбола. Волейбол такая игра, в которой очень сложно взять очко на своей подаче. То есть, когда вы подаете, вы, скорее всего, проиграете очко. Именно поэтому мужской волейбол мы не ставим. То есть, мужики подают часто, тем более в аут, в сетку, прием у них всегда хороший, и пробивают, удары у них очень сильные, их тяжело подтащить. Женский же волейбол, он такой, там легче принять, легче подтащить, поэтому больше шансов набрать очки на своей подаче. И самое главное, мы почему ставим вот эти вот слабые лиги? Мы ставим эти слабые лиги, потому что там слабый уровень волейбола. Суть в том, что одна какая-нибудь женщина может подавать очень долго, потому что другие могут даже не принять. Это вот в каком-нибудь чемпионате Никарагуа, где они играют там чуть ли не на улице. Там одна может стоять на подаче раз 10, и они могут 10 эйсов подать подряд. Потому что уровень волейбола очень слабый. А линия такая же, как на чемпионат России, на чемпионат мира и на прочее. Поэтому будьте внимательны именно в выборе лиги на волейболе, потому что это очень важно. Очень важно подобрать правильную лигу, правильный матч женского волейбола. Про баскетбол говорить ничего не буду особо, потому что, в принципе, баскетбол, он более сложный, там больше матчей, более сложно отбирать, и более сложно понять, куда матч двигается. Например, вот сегодня мы поставили на победу Нефтяник Омск, я дал за 8.73, но уже через минуту было 12-17 там коэффициент. И в итоге они выиграли в 17 очков. Здесь более тонкая грань. В волейболе чуть попроще. Я вам дал основные сводки, по которым вам надо ориентироваться, и вы по ним можете выбирать себе лиги и ставить. И самое главное, то есть вы, когда подписываетесь на мой телеграм-канал, вы должны все равно хотеть учиться. То есть то, что я там даю какие-то ставки, это не значит, что я буду продолжать их давать. Самое важное, это вы должны сами самообразовываться. Никто за вас не будет что-то выигрывать. То есть, да, у меня уникальный канал, да, я даю все бесплатно, да, я не прошу там деньги какие-то. Все время ищут подвох, что-то пытаются меня обвинить. Тут комментарии на ютубе вообще смешные. Да, я понимаю, что это просто уникальная ситуация для нашего общества, что кто-то что-то бесплатно такое рассказывает, тем более такую информацию я собирал кучу лет, сам наплюсовал очень много, и поэтому вы должны сами захотеть этому научиться, никто за вас ничего не сделает. Если вы не хотите учиться, что я могу сказать? Я тоже бесконечно прогнозы давать не буду, там, которые будут так заходить, потому что, у меня есть желание как-то проводить свое время по-другому, кроме как смотреть в телефон там и искать для вас ставки. Но все равно, те, кто смотрит, подписывайтесь на телегу, там все равно какая-то информация есть ставки в течение дня, но старайтесь смотреть видео и обучаться сами, потому что я, опять же говорю, главное это ваше самообучение, а не то, что вы рассчитываете. Потому что если вы просто смотрите мои какие-то ставки и просто повторяете за ними, вы делаете то же самое, что и с другими каперскими каналами, в которых
кто-то выкладывает ставки, какие-то прогнозы и продает их для вас. Я же хочу, чтобы вы научились делать ставки сами. Они спрашивали постоянно в чате, будет ли сегодня лайв. Все, спасибо всем за внимание. Всем пока, подписывайтесь на канал, на YouTube, на Telegram, ставьте лайки. Спасибо.